Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие знаковые события вас ожидают? Что же произойдет в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Что же у вас проигрывается? Вот у вас произошли какие-то кардинальные перемены в жизни, причем это связано с семьей. Так, давайте-ка уточним. Это скорее либо же разрушение семьи, либо же, если вы, допустим, даже были в браке, там не в браке, может быть, кто-то просто встречался, это может быть просто вот временная пауза, да, то есть вы разъехались, разошлись, да, это может тоже проигрываться. Но, скорее всего, я склоняюсь, что это окончательный разрыв, потому что это кардинальные перемены, но может быть и временная пауза. Это был период очень больших ссор, скандалов, очень непростые были у вас отношения. Вы до сих пор как бы под впечатлением. Причем вот я не могу сказать, что вы остались в негативе. Нет. Вот вы как раз из этой ситуации вышли победителем. Ну, победителем в каком плане? Либо же это проигрывается, что вы сами ушли от женщины, да, которая сделала вам больно. Либо же вы так ее поставили на место, что да, пусть она даже и ушла, но вы настолько вот ее как бы отрезали, отрубили, да, высказали, может быть, все, что вы про нее думаете, что она сама уже поняла, что все, вы не хотите с ней быть. То есть вот в любой ситуации, да, потому что это общий расклад, у каждого по-своему будет проигрываться, но вы вышли все равно победителем. Здесь вы в любом случае либо же точку поставили, либо поставили эту женщину так на место, что мало не покажется. Вы ей дали понять, да, как бы, если вы даже долго терпели, вы дали понять, кто в доме хозяин. Вы дали наконец-то понять, что со мной так нельзя, я такого не потерплю. Либо же вообще развернулись и ушли, да? Поэтому вот такие вот кардинальные перемены у вас и проигрываются. Женщина у вас была довольно конфликтная, скандальная. Поэтому я думаю, то, что вот копилось в вас, то, что вы, может быть, долго терпели, да, вы очень терпеливый человек. И у вас были и претензии по деньгам, и были претензии, что ты не так относишься, и вообще ты не так сел, не так встал, из мухи слона делались постоянно какие-то претензии, какие-то проблемы вам предъявлялись, постоянно вот что-то вы делали не так. Поэтому вы жили с такой вот фурией гарпией, которую и врагу не пожелаешь. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, что же будет меняться в вашей жизни. Потому что, ну, семья, вот именно отношения у вас поменялись. Поменялись кардинально. Давайте теперь смотреть, что же будет дальше, какие довольно важные события у вас будут. Смотрите, у тех из вас, кто хочет менять, допустим, работу, начать новое дело, может быть, вы хотите, да, ну, то есть все, что связано с работой, с деньгами, с финансами. У вас будет суперское время. Вот начинается очень классный такой прибыльный период, когда вы можете и начинать свое дело, это будет очень успешно. Вы можете с легкостью менять работу, то есть это будет очень такой успешный деловой период. Причем, я вам скажу, в вашей жизни может появиться какой-то человек, который поможет вам даже, вот да, посмотрите, своего рода какой-то спонсор, либо же советчик, либо помощник. А может быть, у кого-то даже появится какой-то друг, приятель, либо же старый знакомый, который скажут: вот, переходи ко мне работать, да, там у меня есть хорошая вакансия. Либо посоветует вас еще кому-то. Ну, то есть человек, который вот вам как будто подарок небес даст, да, вот связанный с работой, переходом на работу. То есть, смотрите, именно вот я сейчас акцент делаю на деловой сфере. Это будет вот какой-то своего рода знак, да, вот появление человека, который именно вам поможет
и улучшить свое финансовое положение, и вообще сменить работу, либо же в открытии своего нового дела поможет вам. Ну, то есть такой довольно неплохой период. Но опять же, будьте осторожны, потому что в вашем окружении есть человек, который очень хорошо умеет вами манипулировать. Давайте-ка посмотрим, что это за человек. Так, это женщина издалека. Это женщина, которая вас обманывала. Это женщина, да, женщина, любящая деньги. Я думаю, скорее всего, да, с которой вы разошлись. Вот она. Вот проявятся какие-то манипуляции со стороны бывшей. Вот могут быть такие, знаете, выпады, которых вы не ожидаете. Поэтому будьте наготове. С чем она может появиться? Ну, то, что с обманом появится, однозначно. Она что-то такое вот вам начнет какую-то пургу нести. Во-первых, начнется конфликт у вас с ней, выяснение каких-то отношений, стычек, да, вот она в какой-то вот некий ступор вас может даже загнать. Это может касаться чего угодно, и детей, да, и каких-то материально-финансовых отношений, да, если у вас есть какие-то еще нерешенные вопросы. Ну, то есть у вас будет тупиковая ситуация. Вот она вас загонит в угол. Будет конфликт, и конфликт будет очень серьезный, будет стычка с ней. Поэтому будьте осторожны, она будет с враньем проявляться. Поэтому если она что-то появится и начнет нести вам, перепроверьте 10 раз, убедитесь, что она говорит правду, что она не врет. Потому что будет, ну, мягко говоря, будет конфликтная ситуация, очень непростая. Причем это будет связано, но я думаю, скорее всего, с деньгами, с какими-то вот именно, я не знаю, ну, может быть, квартиры у кого-то еще, дележки там не прошли. Ну, то есть претензии какие-то будут очень и очень явные. Так, какие еще события вас ожидают? Что же вас еще порадует, либо шокирует? Давайте-ка смотреть. Так, смотрите, в вашей жизни появится человек из прошлого. Вот я бы сказала, скорее я склоняюсь, что это будет мужчина. Но это может быть либо же какой-то старый друг ваш. Может быть, вы учились вместе, да? Либо же работали, может это из детства также проигрываться, да, вот когда вы друзья детства были, одноклассники. Ну, то есть это будут какие-то теплые воспоминания, это появление очень неожиданное этого мужчины, с которым у вас связаны именно теплые, светлые воспоминания. Вас безумно обрадует его появление. Вот настолько обрадует, что какое-то известие, кстати, он вам ну, как бы поведает, да, очень такое известие важное для вас. Человек этот, который появится, скорее всего, тоже вот он, знаете, как будто бы кардинально тоже поменял жизнь. Вот у вас очень непростая ситуация проигрывается, и у него вот с женщиной, у него скорее тоже был либо же развод какой-то, да, вот дележка, расставание, ну то есть он вам тоже поведает о своей жизни, но это будет настолько, вот знаете, как будто 20 лет спустя, вот как фильм есть, однажды 20 лет спустя. Вот появление какого-то настолько важного для вас человека, настолько это будет приятно, что это будет реально вот таким вот сюрпризом, таким приятным сюрпризом в вашей жизни. Далее, какие еще интересные, знаковые, может быть, события произойдут в вашей жизни? Так. Смотрите, может также проигрываться у вас неожиданная поездка. Причем неожиданно до такой степени, что вы, знаете, опешите. Это может быть по работе. Я думаю, скорее всего, это будет даже по работе. Либо командировка, там, может быть, с какими-то закупками, с чем-то таким связано, да. Ну, то есть поездка, которая принесет вам и денежку, и вообще какое-то, ну, эстетическое удовольствие. И это будет и смена
обстановки вообще, как бы немного и развеетесь, поедете. В принципе, я вам даже скажу, вы и хотели поехать, но как-то вот не получалось. Но вот как-то оно будет связано с деньгами, вот с деньгами будет связана однозначно эта поездка. Плюс оно еще, знаете, вот будет, что вы вроде бы и по работе поедете, но вы там сможете и отдохнуть, и хорошо провести время. Вот как-то ну, настолько будет на позитиве вот эта вот ваша поездка, хоть вроде бы казалось она и по работе, но очень классно вы проведете время. Так, давайте-ка еще теперь, что же в личной жизни? Давайте-ка посмотрим, а то смятение чувств, что же у вас будет вообще? Какой-то период у вас еще будет, я вам скажу, вот разбитое сердце и душа. Вот у кого-то это может проигрываться, что вам еще не до отношений, да, потому что вы еще за свои бывшие вот страдаете. Вот вы как будто бы, знаете, вот сознательно себя держите в рамках. Вот у кого-то это может быть, вы сознательно не знакомитесь с женщинами, потому что еще любите прежнюю жену свою. У кого-то это ваша просто неготовность и недоверие к женщинам, потому вы не заводите никаких отношений, потому что, ну зачем, да? Если я не верю женщинам, для чего мне заводить какие-то новые отношения? Ну, вы это понимаете, да? То есть какой-то период еще вы будете вот, ну, холостяковать, так скажем. Далее у вас чуть позже появляется новая женщина. Что же это будет за женщина? Давайте-ка посмотрим. Ваша императрица появилась. Ой, она с таким разбитым сердцем тоже была. У вас как-то вот, смотрите, в раскладе. Сначала у вас было разбитое сердце, да, вот эти перипетии с женщинами. Потом появляется вот ваш какой-то приятель, у которого разбитое сердце, тоже проблемы. Теперь вот женщина. Женщина тоже с непростой судьбой, но это именно для отношений уже будет новое. Это ваша новая императрица, новая история ваша. Но перед вашим знакомством она пережила тоже довольно непростое расставание. У нее тоже измена проигрывается. Ей было очень плохо. То есть она такая дама тоже не очень-то она верит и доверяет мужчинам. Но тем не менее... Она вот почувствует, что вы именно тот мужчина, с которым вот как-то ей легко. Вы вот с ней сойдетесь, она будет интуитивно чувствовать, что вы ее человек. У нее очень хорошо интуиция развита. Причем вот закончится, вот с вашим знакомством закончится ваш вот этот черный период у вас обоих. И ваши сомнения как бы уйдут на задний план, и ее сомнения. Вы как будто будете души излечивать друг другу. Вот вы два лекаря, ну так взаимно, обоюдно будете лечить друг друга. То есть, знаете, вот такая ситуация, когда, вот видите, конец одиночества. Проигрывается конец одиночества. Вот вы встречаетесь с ней, это конец вашего одиночества, конец ваших страданий, разочарований. Вы будете постепенно излечивать друг друга. То есть эта женщина реально вот знаковая для вас. Это женщина, вот королева кубка, которая станет вашей уже любимой женщиной, вашей императрицей. И от этого никуда не денешься, потому что, ну, как бы, это должно быть по судьбе. У нас колесо фортуны выпало. Вообще вот эти события, которые у вас происходят, это все идет по судьбе. Вот эти перемены, да, вот даже бывшая женщина, она вам дается на какой-то вот период, да, вот у вас были какой-то период отношения с одной. Теперь по судьбе у вас появляется другая женщина, и вы, ну, как бы отсюда никуда уже не денетесь. Поэтому не расстраивайтесь, у кого сейчас опускаются руки, кто потерял надежду, может быть, уже и веру в женщин. У вас появится ваша новая императрица, и с ней вы реально избавитесь от вашего состояния одиночества и внутреннего, и внешнего. Да и вообще позабудете, что такое черная полоса. Вот такие знаковые события будут в вашей жизни. Кому понравился расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!